Шевцов в эфире. Мы на Корейском перешейке открываем сезон, так можно сказать. Всех поздравляем с Новым годом. Вот, перед Новым годом не получилось всех поздравить по ряду причин. Вот сейчас всех поздравляю. Желаю всем добра и позитива. Вот, хорошего настроения и здоровья. Вот, сейчас выехали на позиции. Здесь зимняя война и война продолжения. Тут, в общем, все с 39 по 44 год. Вот. Здесь позиции в основном финские, но здесь и наши тоже. Солдаты были. Здесь еще где-то в райончике есть захоронения наши. Вот мы еще есть тут какие наметки, соображения. В этом году поищем. Может, найдем. Вот. Тоже, наверное, среди где-то вот этих вот всяких тут, всякие земляночки, блиндажики, палаточки. Возможно, в одной из них, как это иногда бывает, и обнаружим. Сейчас вот тут нашли какую-то яму большую. Посмотрим, что там. Посмотрим, что там. Глубина есть, потому что рядом много всяких палаток, они не глубокие. А тут вроде и глубина тоже имеется в яме. Снега очень много. Сейчас разгребемся и посмотрим. Так, покопали мы эту яму. Оказалось, это внезапно воронка. Воронка, в которой, собственно, кроме осколков, чего-то вот ничего и нету. Мы вот раскопали, ну, не знаю, наверное, треть. Но вообще ничего. Ничего вот кроме вот такого здесь и нету. Короче, осколки промахнулись. Вот такая вот голова, что ли, от него. Ой, тяжеленная. Пикельхельм. Так, и что? Да, пойдем сейчас ямку, там точно какая-то жилая. Там редком идут. Попробуем там посмотреть, что там. Ну, тут, конечно, могло быть тоже все что угодно. Но пока что-то, ничего не наблюдается. Надо попробовать что-нибудь еще. Так, мы тут перебрались в другую яму. У нас тут землянка. Земляночка. Тут у нее по краям нары. Здесь вот проходик поглубже идет. Мы с задней стенки начали. Вот. Ну, пока попадались в основном только патроны. Патроны винтовочные, пистолетные вот. На ТТ до ППШ. Вот они. Патрончики. Так, какие-то зацепчики. Какие-то тут разные. Ну, тоже отечественные, похоже, все. Фурнитура. А тут вот, ох, фляжка вылетела. Наша отечественная. Стеклянная. Вот такая вот фляжечка. Целенькая. Конечно, как я в нее не попал. В 2 сантиметрах лопата пролетела мимо. Вот такая вот фляжка. О. Так, что у нас тут? Что-то есть. Ну, товарищ, пока там тоже патрончики, да? Пуговка наша. Да, надо вам дать. Где там пуговка? А наша, да, латунная. Тут гимнастерки. И все, патроны. Да. Держи ты их, Саша. Держи. Так вот, продолжаем копать. Так, ну патроны-то сюда все. Пуговку отдельно положим.
Так вот, всем, кто занимается или решил заняться поиском, Лунный ландшафт рекомендует надежный и проверенный магазин у Деда Мити. Огромный ассортимент товара, фирменная продукция, официальная гарантия, акции, конкурсы и система трейд-ин. Особые скидки для поисковых отрядов. Для зрителей же канала Лунный ландшафт есть возможность получить скидку или приятный бонус, просто назвав промокод Лунный ландшафт. Специальная ссылочка прямо под видео. А для тех, кто любит ходить за покупками пешком, есть отличный оффлайн-магазин в Подольске. Магазин у Деда Мити. Лунный ландшафт рекомендую. Так, мы тут на сегодня, наверное, все. Сделали где-то пол земляночки. Вот. Надо еще обратно ехать, так что пора бы выдвигаться. В принципе, патроны лезут в основном тут. И всякая фурнитура. Вот еще тут карандашик вставлен в гильзу ТТшную. И монета наша. 32 год, 20 копеек. Финского почти ничего не попадается. Пару патронов было финских. Да, зацеп вот такой вот железный. Вот такая пряжка алюминиевая от противогаза финского. Как-то так. Продолжим. Ну так вот посмотрели землянку. Похоже, советская, что ли. Советские землянки. Вот, надо будет еще проверить, конечно. Ну, бывает так, что и покопаешь, и ничего не найдешь. А бывает, что-то и находится. Вот, по крайней мере, фляга нашлась. Порадовала очень находка, все-таки нечастая совсем. Вот. Ее и на металлоискатель не найдешь никак. Вот только так. И вообще их было немного. Это же не бутылка какая-нибудь водочная. Вот. Но подумал, что, наверное, маловато будет так-то видосик такой выкладывать короткий. Вот. Поэтому сейчас еще вот приехал. Блиндажик еще один тут. Думаю, покопать. Этот уже, я думаю, 99%, что финский. Большой такой довольно блиндаж. Тут пару каких-то небольших шурфов есть. Вот. Ну, я думаю, сейчас поштырим, определим тут стеночки, где задние, боковые, где пол, глубина. Вот, и будем раскапываться. Снега, конечно, много. Сейчас придется его еще подраскидать. Вот, ну посмотрим, что у нас дальше будет. Посмотрел этот блиндажик. Что он? Слушайте, ну что-то он где-то 4х6. Получается, глубина где-то 1,5 метра. То есть одному. Ну тут. Плюс еще вот 2 шурфа здесь старых. И полблина вообще промерзшие. То есть его лучше вообще отсюда брать туда, потому что там больше грунта, там обваливаться будет сразу стены. Уже за метр, когда ты пойдешь. Поэтому его лучше брать спереди, туда, к задней стенке. Но отсюда вообще сейчас никак. Здесь просто передняя часть блиндажа, половина просто вся промерзшая из этих шурфов. Вот, так что одному зимой вообще самый не вариант его копать. Было здесь рядом что-то поменьше. Попробуем то, что поменьше покопать, посмотрим. Тут вот палатка такая со входом. Она не глубокая, тут вообще буквально штук лопаты. Вот. Но странно просто. Я тут начал копать не палатку, а вот сзади нее находится как будто какой-то блиндажик или землянка. Тут уже глубина, соответственно, метр. Толкан где-то 2 на 2 примерно. Может побольше. Вот. Промерзшая, конечно, земля тут на склоне. Тяжело это пробивать все. Ну, потихонечку копаю. Вот. На полу там досочки были. Загнили. Повыкидывал. Вот. Ну, что-то даже попадается. То есть видно, что тут что-то какая-то жизнь была. Вот. Видимо, вот
финские гильзы трехлинеечные. 3 штуки. Битая бутылка. Бакелитовая пробка. Финская тоже от бутылки алка. Это у нас керамическая, походу, электропробка или что-то такое. В электрике не силен, конечно. Вот, и кусок плиты верхней вот от печки. Такой кусок увесистый. Вот, посмотрим дальше, что тут будет. Ну, в общем, куча гвоздей, проволока. В общем, все так вот. Дерево тут такое растет, елка. Просто мощная. Тут, наверное, вдвоем еле обхватишь. Если обхватишь. Страшно представить, сколько ей лет вообще. Так, ну переднюю часть я почти уже закончил. Вот подкопал туда к одной боковой стенке. Вот иду, в общем-то, по передней. Надо эту подзачистить. Ну и туда, ко второй боковой стенке осталось где-то там штука 3, наверное. 2-3. Вот и все. И будем копать уже в зад, так сказать, в сторону задней стенки. Там грунта побольше. Вот. Ну, посмотрим. Посмотрим, чего у нас там будет, не будет. Пару консерв попалась. Вот эта крышка банки железной. Еще одна гильза. Целый патрон финский. Такая вот алюминиевый отрез такой. Ну, возможно, это заготовка какая-то грубая под кольцо. Находятся всякие такие заготовочки у финнов. С алюминия колечки делали себе на память. Вот. Ручка котелка финского. Вот тоже что-то резали тут. Порезали крышку от котелка, ручку бросили. Вот. И вот какой-то тут двери. Приблуда железная. Вот. Ну, пока, как видите, ничего такого. Но мы еще покопаем, посмотрим. Есть тут что, где покопать. А вот здесь что-нибудь лежит. Ну, это мы увидим чуть попозже. Время есть тоже. Погодка хорошая, в принципе. Что там, минус 10. Ну, тепло тут в яме тем более. Переднюю часть, в общем-то, раскопал. Или подкопал. Все, теперь туда. Туда примерно где-то метр максимум, наверное, получится. Ну, посмотрим. Какая-то конфигурация, судя по щупу, нестандартная. Здесь он где-то уже начинает расширяться в стороны. Здесь дальше идет. Слева, справа меньше. Непонятно, в общем. Так, ну что там, еще один патрон попался. Еще одна пробка. Видимо, тоже алка. Но поздняя, стальная. И вот она, электрика. Электрика, вот как раз пробки. Ну, вот сюда эта штука, наверное, вставлялась у нас. Ну да, как-то так. Ладно, сейчас зачищу. Что-нибудь перекушу и туда дальше пойдем. Блиндажик я докопал уже. Вот. Так он 2 на 3. Глубина где-то метр. Вот. В принципе, больше ничего интересного не нашел. Там консервы, какие-то железки непонятные, стекла, битые, гвозди. В общем, ничего интересного. Вот. Вот. В принципе, время сейчас начинать что-то еще. Уже как бы поздновато, потому что начнешь, большого объема не возьмешь, а уйдешь потом, как говорится, яма замерзнет тут просто на морозе. Вот. А так быстро просто еще докопал блиндаж. Не думал, что так быстро получится, но быстро. Благо есть не только минусы в том, что земля промерзшая сверху, но и плюсы. Можно было подкопаться. Вот. Пол блиндажа я просто подкопал. Вот. И земля просто не падала сверху. Вся эта моща. Вот. Так что как-то так, в общем, как говорится, сезон только начинается. Будем дальше глядеть, что будет. Будем продолжать.
Вот, так что все, всем до новых встреч. Это был «Лунный ландшафт». Подписывайтесь, кто не подписался, ставьте, жмакайте колокольчик, обязательно огненные лайки и комменты огненные не забывайте тоже писать. Вот, увидимся в следующий раз, посмотрим где, ну, скорее всего, в другом месте. Вот, ну, будем смотреть, все постоянно меняется, там, в общем, поглядим. Много-много есть всяких разных задумок, вот, и интересных мест. Ну и там, где фляжка нашлась, естественно, тоже продолжим. Take it!